дорогие друзья! Меня зовут Виктория Андерсон, я специалист позитивной психологии, женский коуч, основатель школы осознанного питания Nordic Balance и диетолог. Вы никогда не задавались вопросом, почему, когда мы обретаем какое-то женское счастье, мы сразу же набираем лишние килограммы? И забудьте эти мифы, которые гласят о том, что мы набираем лишний килограмм только из-за того, что мы поймали свое счастье, успокоились и перестали за собой следить. На самом деле все начинается гораздо раньше. Все начинается уже со свадьбы. О свадьбе каждая девочка мечтает с раннего возраста. Белая фата, красивое платье, праздник, цветы и принц на белом коне. Но разве это не мечта, разве это не сказка? И, конечно же, к такому дню, как свадьба, мы, девочки, с вами готовимся заранее. К сожалению, в наше время понятие о красоте немножечко исказилось, и чем худее, тем красивее, так и висит в нашем воздухе. И опять повторюсь, мы многие стараемся сесть на диету, похудеть на лишние килограммы, а может быть даже на больше килограммов, чем вообще это возможно, для того, чтобы хорошо выглядеть и быть самой красивой на этом празднике. И вот свадьба. Праздник, пир, подарки и принц рядом. И многие из нас уже начинают праздновать этот праздник, переедая за нашим свадебным столом. Ну а так как наш организм был в таком стрессе какое-то количество времени, может быть 3 месяца, может быть 2, у всех по-разному, то, естественно, наш умный организм начнет запасаться про запас, потому как он знает, что или подразумевает, что, может быть, завтра его опять не будут кормить. И, конечно же, мы все это наедаем нам не в пользу. После свадьбы вся эта беготня, все хлопоты как-то немножечко утихают, и мы, девочки, начинаем создавать наше уютное гнездышко. Мы стараемся своему любимому показать все наши таланты. Мы пытаемся приготовить что-то вкусненькое и с удовольствием это вместе скушать под бокальчик вина. У нас же медовый месяц, недаром у нас такая традиция существует. И этот месяц можно полностью наслаждаться друг другом, а также вкусной и красивой едой. Потом немножечко время проходит еще, и мы начинаем как бы адаптироваться к новой семейной жизни. Мы начинаем задумываться и подстраиваться под друга, да? Мы начинаем задавать себе вопрос, как мы хотим нашу жизнь построить, чтобы это было лучше и так далее. Некоторые начинают, наоборот, задаваться вопросами, правильно ли сделали, что мы так быстро поженились, к примеру, или вообще сошлись, или же почему вся эта романтика, которая была до свадьбы, вдруг закончилась, и наступили какие-то серые будни. Это все естественно. В нашей голове бурлят эти эмоции, переживания, и многие из нас тоже начинают кушать больше, чем они делали это раньше. Еще такой момент интересный, после того, как мы съезжаемся с нашим любимым или выходим замуж, это давление со стороны наших родных и близких. Это советы тетушек, бабушек, мамочек, которые каждый раз, приходя к нам в гости или звоня по телефону, задают нам вопрос или же говорят, что хорошая жена должна и многоточие. Дорогие мои девочки, здесь я хочу сразу же сказать вам, вы никому ничего не должны. И если вы любите своего мужа и делаете все самое лучшее для него, то вы и есть самая лучшая жена для него. И вы ничего не должны, повторяюсь. А хорошей женой, из моего, исходя опыта, да, вы станете годам 40 к 50 и не раньше. Так что, пожалуйста, не заморачивайтесь, живите и наслаждайтесь друг другом. Но это было некое такое отступление на другую тему. И ну вот что же происходит с нашим пищевым поведением, когда мы съезжаемся с любимым или выходим замуж? Конечно же, у наших мужчин свои какие-то привычки,
Это кто-то любит сладкое, кто-то вообще питался полуфабрикатами, кто-то любит жирную пищу. У всех разные пристрастия. И вот вы начали жить вместе. Вы знаете, это очень все просто и легко сделать. Ведь зачастую мы, девочки, отвечаем за продукты. То есть мы ходим по магазинам, мы покупаем. Мы можем купить менее жирное мясо. Мы можем это мясо не поджарить на сковородке, а вкусно приготовить в духовке с множеством овощей, к примеру, и подать это все вместе с салатом вкусным, да. Вы можете также, если ваш муж привык кушать поздно, поздний ужин, а вы привыкли кушать до 6, то, пожалуйста, не нужно ужинать до 6, а потом, когда муж придет с работы, еще с ним поужинать, потому как это вы получите двойную порцию, и эта дополнительная еда, сверхеда, не пойдет вам опять же на пользу. В случае с большими тарелками я вам посоветую кушать из маленькой десертной тарелки. Девочки, из своего личного опыта, опять же, мой муж удивлялся моей порции или моей тарелке ровно 3 дня. На 4-й день, когда он сервировал стол к ужину, он сам взял десертную тарелку и поставил мне эту тарелку, а себе взял нормальную тарелку. И все. Секрет в этом, в тарелке, в размере тарелки, заключается в том, что вы съедите гораздо меньше, чем с большой тарелки. Но на эту тему у меня будет отдельное видео для вас. И потом я объясню, почему так все происходит. Ну, и знаете, что еще хочу вам сказать? Очень многие из нас, к сожалению, полностью растворяются в наших мужчинах. И это самая большая ошибка. Вы должны их любить, вы должны за ними ухаживать, вы должны быть рядом с ними, быть для них поддержкой, безусловно. Но вы никогда не должны забывать о себе любимой. Поэтому, девочки, вы можете написать список тех своих любимых дел, которые вы делали до замужества. К примеру, вы любили гулять по парку, вы любили принимать ванную по 2 часа, вы много читали, вы много или часто ходили в бассейн, к примеру, да? Напишите этот список и поговорите со своим мужем о том, что вы любите делать, или то, что вы любили делать. И договоритесь с ним, может быть, постепенно привносить в вашу новую семейную жизнь вот эти вот традиции, которые были у вас до замужества. И, знаете, вы себя найдете опять, ваша самооценка повысится, и вам будет приятнее жить и уютнее со своим мужем. Никогда не забывайте о себе. Думайте о себе, любите себя, уважайте себя, свой организм, свое тело. Не забрасывайте в себя, пожалуйста, что ни попадя. Кушайте вкусно, красиво, разговаривайте со своим любимым мужчиной о том, что бы вы хотели в вашей семейной жизни. И не заедайте свои печали или какие-то сомнения, свои эмоции, которые вас бурлят. Кстати, посмотрите обязательно мое видео об эмоциональном голоде и об эмоциональном переедании. Там много интересного вы оттуда почерпнете. Ну а если вам понравилось сегодняшнее видео, ставьте лайки, подписывайтесь, приходите ко мне в группу на Facebook. И, дорогие мои, будьте счастливы, любимы, здоровы, кушайте красиво и стройнейте каждый день. Думайте о себе, не забывайте. И помните, что мы едим, чтобы жить, а не живем, чтобы есть. Пока. С вами была сегодня Виктория.